Приветствую всех, меня зовут Горбунова Кристина, и я художник-педагог студии «Живопись маслом», город Санкт-Петербург. И сегодня мы с вами разберемся, что же такое ракурс, какие они бывают, и как проще всего начать рисовать голову в сложном ракурсе. Давайте сначала вспомним, что такое ракурс, какие они бывают. Итак, вот у меня есть уже картинка с стандартными пропорциями, стандартными ракурсами. Естественно, все мы знаем ракурс под названием анфас. Это когда человек к нам стоит прямо лицом, и мы видим хорошо все его пропорции. И, как я уже говорила в прошлом занятии, что мы всегда сначала находим вертикальную ось. И вот здесь вот у нас вертикальная ось находится четко посередине лица, она никак не искривлена, она вот такая прямая. Естественно, мы знаем такой ракурс, как профиль. Когда мы видим человека в профиль, мы видим только одну половину его лица. И здесь у нас ось идет как раз вот по профилю. То есть тут мы ее намечаем, вернее, даже не намечаем эту ось, мы сразу пытаемся нанизать вот эти вот линии, на которых у нас будет расположен нос, глаз и губы. И еще очень популярный ракурс — это 3/4, когда человек немножечко от нас отвернулся. И вот здесь вот уже начинаются проблемы, потому что ось очень сложно сюда нарисовать, как у нас будут сюда прикреплены нос, губы, как у нас пойдут глаза. Вот сегодня мы немного с этим с вами разберемся. Теперь давайте по примерам. Итак, у нас анфас. Значит, анфас бывает тоже разный из-за наклона головы. Например, здесь, вот где изображена актриса, у нее лицо немножечко вниз опущено, поэтому мы рисуем вертикальную линию, которая будет у нас осью, а уже глаза, нос и губы, они немного, вот эти вот пропорции, о которых мы говорили с вами на прошлом занятии, они немножечко искажаются, как мы уже изучили. Дальше у нас анфас, когда мужчина чуть-чуть наоборот наверх поднял голову. Мы точно так же рисуем ось, а дальше смотрим. У нас с вами по пропорциям тут должно быть все приблизительно одинаково, но когда мы рисуем ось, на которую мы посадим глаза и нос, мы делаем немного вот такой вот дугообразной эту линию. Почему? Потому что голова — это у нас как яйцо, шарообразное, и поэтому вот эти вот все линии, на которые мы с вами насаживаем элементы лица, они немножечко искажаются, они превращаются у нас вот в такие вот дуги. Также у нас есть еще анфас, когда человек чуть-чуть как будто бы отвернулся от нас, но еще и лицо находится в другом положении, в наклонном положении. Мы также сначала рисуем голову, дальше рисуем ось, и вот этой вот осью мы определяем наклон головы. Это все можно измерить с помощью метода визирования, то есть если мы рисуем с натуры или с фотографии, то мы прикладываем карандашик вот к фотографии, например, смотрим, как у нас идет вот этот наклончик, и также у себя рисуем сначала ось вертикальную, вот эту вот наклон, которая показывает нам, а потом уже перпендикулярно ей рисуем линии, на которые мы потом посадим глаза, нос и губы. Итак, теперь 3/4. 3/4 — один из самых популярных ракурсов, когда пишут портреты или рисуют какого-то человека. То давайте посмотрим, как же здесь будет у нас располагаться вот эта вот основная ось, и как под действием перспективы будут немножко искажаться направления, вот эти вот линии, на которые мы садим глаза, нос и губы. Значит, вот наше лицо. Посмотрим на первую картинку. Ось у нас идет со смещением вправо. Она пойдет у нас вот так вот. Сначала, когда мы делаем рисунок, то мы представляем лицо яйцом, то есть такой вот круглой формы, и рисуем по ее поверхности вот такую ось. Теперь давайте посмотрим. Голова находится в очень интересном ракурсе. Мы можем приложить карандашик вот к глазам и посмотреть, как у нас идет вот эта вот линия. Она находится под наклоном. Под таким же наклоном у нас идет нижняя линия носа, и под таким же наклоном у нас идут губы. Вот они, эти уголки губ, и они у нас будут лежать тоже вот на плоскости, на линии, которая будет параллельно всем остальным. Это нужно учитывать. Теперь посмотрим на этот портрет. Это получается зеркальное отражение этого ракурса. Здесь мы делаем точно так же. И здесь
есть небольшое искажение. Смотрите, глаза идут вот такой вот линией, нос чуть выше, у нас вот этот уголок задирается, а губы еще выше. Это мы все изучаем уже по фотографии, то есть нельзя стандартно к каждому портрету подходить, нужно обязательно смотреть, как на фотографии, и все это учитывать. Вот когда вы будете рисовать, вы также прикладываете карандаш и смотрите, где находятся уголки глаза, на какой они линии находятся, крылья носа и уголки губ. Это самое важное, что вы должны учитывать. И давайте посмотрим еще один ракурс, тоже 3/4. Здесь человек не настолько сильно отвернулся от нас, поэтому линию осевую мы будем рисовать практически посередине. Но здесь надо будет тоже смотреть. Здесь 3/4, но у человека голова немножечко вниз наклонена. Поэтому будем хорошо видеть его лоб и вот эту поверхность носа, его спинку. Мы точно так же сначала определяем, где ось, дальше показываем карандашиком себе, как глаза идут, как нос и как идет у нас линия рта. Обычно они у нас все параллельны, но нужно смотреть уже по каждому портрету индивидуально. И если еще провести линию, то у нас, как я уже рассказывала, голова — это яйцо, это такая круглая поверхность, поэтому вот эти вот все линии у нас будут похожи на дуги, тоже в зависимости от ракурса. Если голова вниз наклонена, то у нас здесь получается дуга. Если, как вот здесь вот прямо, то у нас эти линии будут прямые. Здесь же мы тоже видим некий такой вот дугообразный наклончик. Итак, а теперь разберем, с чего же начать, когда мы рисуем портрет в разных ракурсах. Значит, сначала давайте вспомним, как выглядит у нас построение ракурса анфас. Мы рисуем такую вот голову, сверху делаем ее чуть побольше, чуть пошире, чем снизу, вот таким вот образом. Потом делим вертикальной осью пополам, нанизываем, как вы помните, если мы пополам разделим вот эту вертикальную ось, то вот сюда вот у нас встанут глазки. Дальше мы находим линию роста волос, делим от подбородка до линии роста волос на 3 равных расстояния. Надеюсь, у меня сейчас это быстро получится. С помощью метода визирования измеряем, верно мы это сделали или нет. И вот таким вот образом мы с вами намечаем, где будут располагаться основные элементы лица. Дальше, если у нас ракурс с вами, например, голова опущена чуть вниз, мы рисуем также с вами лицо, голову, такую вот форму. Ось у нас остается также, то есть она у нас строго вертикальная, но из-за того, что лицо у нас немножечко опущено вниз, то уже линия глаз, которая вот у нас посерединке здесь должна идти, она идет чуть ниже и превращается вот в такую вот округлую линию. Точно так же у нас чуть-чуть опускается линия роста волос, она уже будет вот такая, и от нее мы точно так же вот делим на 3 части, но у нас уже они получаются неравные. У нас будет самая большая эта линия от линии роста волос до бровей, потом чуть поменьше от линии роста бровей до носа, и от носа до подбородка будет меньше всего. И это точно так же будет вот такая вот округлая линия. Но, естественно, вы должны все эти пропорции уже измерять на фотографии или смотреть на натуру, какое конкретно расстояние должно быть. Но оси уже будут вот такие вот, они немножко изогнутые. То же самое у нас будет, если человек смотрит наверх. То есть мы также рисуем вертикальную линию, но уже вот эти вот линии у нас будут наоборот изогнуты вверх. Теперь ракурс 3/4. 3/4 это у нас небольшой поворот присутствует. Если мы посмотрим на лицо, то в принципе это форма такая же почти, как овал. Мы рисуем сначала овал,
такой. Дальше добавим сюда черепную коробку. Дальше находим ось, в зависимости от того, как человек от нас отвернулся. Мы рисуем ось. Дальше точно так же делим эту ось. И видите, она у меня немножечко вот такая вот полукругом идет. Это потому что лицо, как я уже говорила, как голова, это такая вот у нас яйцеобразная форма, и поэтому ось здесь не может идти прямо. Она все равно по форме сгибается. Дальше делим точно так же пополам это расстояние. Здесь у нас сядут глаза. Но здесь у нас может быть либо прямая линия, либо немножечко изогнутая, тоже в зависимости от ракурса. Дальше находим линию роста волос. Также делим на 3 части равные. Здесь у нас будут брови, будет нос и подбородок. Дальше мы, конечно же, начинаем прорабатывать. Но это уже будет позже. Дальше у нас с вами есть еще ракурс 3/4 в обратную сторону. То есть тут человек у нас смотрит влево. Сейчас нарисуем, как же человек у нас будет смотреть вправо. Также рисуем овал. Добавляем здесь черепную коробку. Иначе, если мы вот этот вот кружочек здесь не наметим, у нас с вами получится, что волосы будут обтекать вот эту форму лица, и не будет объема, который необходим вот сзади головы. Дальше находим ось. Также делим пополам вот это расстояние, здесь у нас будут глазки. Давайте я нарисую такой ракурс, как будто бы человек чуть-чуть вниз опустил голову. Соответственно, ось, на которую вот я посажу глаза, будет вот такая немножко искривленная. Также нахожу линию роста волос, делю на 3 части. Здесь уже 3 части эти нужно смотреть по фотографии, по картинке, с которой вы рисуете, или на натуру, если вы рисуете человека с натуры. Точно так же вот эти вот оси у нас будут вот так же искривлены немножечко, и на них мы уже будем насаживать пропорции лица. Вернее, не пропорции, а черты лица. Вот таким вот образом мы начинаем с вами рисунок. Для начала вот это вот вам необходимо запомнить, то есть с чего мы начинаем. Овал, оси, как они расположены, в зависимости от ракурса, как у нас идут глаза и нос. Обязательно немножечко отодвигаем от центра ось, если у нас 3/4. Все, конечно же, смотрим на натуру, с которой мы рисуем. Так что я надеюсь, вы это запомните, у вас получится нарисовать чей-то портрет с учетом как раз ракурса.